Всем здорово, ребятос, и в данном ролике мы поговорим о всех вариациях Сусано, которые были показаны в аниме Наруто и Боруто, а также выясним, какое Сусано является сильнейшим. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли Дадзюцу Ранмару в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди Мангёку Шаринган Наори Учиха и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Сусано – это гигантское гуманоидоподобное существо, состоящее из чакры, которое окружает пользователя и может сражаться по его воле, а также это сильнейшая техника Мангёку Шарингана. Каждая Сусано имеет свой уникальный цвет и способности, но все же некоторые черты являются общими для всех, такие как наличие 2 пар рук, которые преобразуются в крылья на стадии завершенной формы, и 6 пальцев на каждой руке. Также каждая Сусано владеет по крайней мере одним уникальным оружием. Почти каждая Сусано имеет несколько этапов своего развития, просто некоторых учих эти этапы не были показаны. Но именно Сусано Саски идеально их продемонстрировала. На первом этапе оно состоит из скелета. Пользователь может использовать его, чтобы создать очень прочную защиту. На втором этапе на скелете образуются мышцы и кожа, появляется больше частей тела, и он полностью окружает пользователя. На этом этапе чаще всего создается только верхняя половина Сусано. На третьем этапе вокруг тела гуманоида появляются доспехи, и он получает целый арсенал оружия. Также противникам почти невозможно нанести пользователю физический урон, так как им приходится пробиваться сквозь 3 слоя. На последнем этапе пользователь стабилизирует чакру, из которой состоит Сусано, для формирования последней формы, известной как Кансайтан Сусано. В этой форме гуманоид приобретает крылья для левитации, а также новые доспехи. Сила Кансайтан Сусано сравнима с силой хвостатого зверя. Кроме того, пользователь может использовать и другие техники, и даже создавать покров для Кьюби, который усиливает атаку и делает защиту более прочной. Также стоит отметить, что Сусано это очень чакрозатратная способность, и частое его использование постоянно ухудшает зрение. Но худшее, что может случиться с пользователем, так это смерть в очень раннем возрасте. И чтобы уберечь себя от этого, владелец должен пересадить себе глаза кровного родственника, но желательно, чтобы это был брат или же сестра. После этой процедуры пользователь приобретает вечный Мангёкю, который устраняет слепоту глаз, но все же, даже с ним использование Сусано будет нести вред телу пользователя. И только 7 человек сумели использовать эту невероятно мощную способность, и лишь 5 из них достигли завершенной формы Сусано. На 7-м месте Сусано Учиха Шисуи. Его версия окрашена в зеленый цвет и имеет широкий рот с вытянутыми клыками. Также в его грудях расположено красное пятно, наподобие Томоэ. И его Сусано имеет очень устрашающий дьявольский взгляд. Главным его оружием является копье в виде сверла, которое он держит в правой руке. Шисуи может окутать копье пламенем, тем самым он может создавать огненные вихри. Также его гуманоид способен высвобождать залп игл из чакры, которые он выпускает из своей груди. Сусано Шисуи безусловно является самым слабым, так как оно не имело завершенной формы, да и нам почти ничего не известно о его способностях, но именно его цвет мне нравится больше всего. В игре Наруто Ultimate Ninja Storm 4 Шисуи мог использовать завершенное Сусано, которое нарисовал сам Кишимото. Оно, как и все Сусано, имело крылья и огромное копье, но считать его каноном, я думаю, будет неправильно. На 6-м месте Сусано Учиха Итачи, хотя я уверен, что с этим мнением многие не согласятся. Его версия окрашена в красный цвет, хотя в манге оно было желтым. Сусано Итачи обладает изогнутым лезвием, но он его редко использует, так как у него есть меч Тоцука, который Сусано использует одной из правых рук, а второй держит бутыль саке, содержащий оружие. Меч Тоцука это нематериальное оружие с зачарованным лезвием, с помощью которого Итачи может запечатать кого угодно, навеки заключая в жертву в гиндзюцу, мир пьяных снов.
В дополнение к этому, Сусано Итачи владеет зеркалом Ята. Это щит, который может отразить любую атаку, соответственно меняя свою природу чакры, чтобы уравновесить атаку. Но почему Сусано Итачи только на 6-м месте? Суть в том, что его Сусано тоже не имеет завершенную форму, но главной причиной этому являются низкие запасы чакры Итачи, которые не позволяют ему долго его использовать. А чем меньше чакры, тем самым и слабее Сусано, которая и так забрала у него жизнь. Но будь у Итачи вечный Мангёкью, его Сусано считался бы одним из самых сильных. Как и для Шисуи, Кишимото также нарисовал завершенную форму Сусано и для Итачи, но повторюсь, я не считаю это каноном. На 5-м месте Сусано Учиха Мадары. Его Сусано окрашено в синий цвет, и оно состоит из 2 гуманоидных половин, соединенных друг с другом вдоль позвоночника, обе из которых обладают отличительными чертами лица. В завершенной форме голова его Сусано имеет длинный нос Тенгу и 2 линии, растянутые вдоль рта. Сусано Мадары обладает волнистыми клинками, которые содержатся в руках каждой стороны. Мадара в состоянии метать лезвия в качестве снарядов. Также Мадара способен образовывать мечи во всех 4 руках Сусано, в то время как лезвия оставляли след из синей чакры и могли создавать мощные ударные волны, способные уничтожить множество шиноби лишь одним ударом. Эти мечи способны рассекать даже горы на больших расстояниях. Также Мадара был способен делать покров Сусано для Курамы, что давало возможность сочетать их способности вместе. Большим минусом Сусано Мадары является то, что оно попросту не могло летать. На 4-м месте расположилась Сусано Оуцуцуги Индры, сына мудреца 6 путей и того, кто создал клан Учиха. Я очень долго думал, чье Сусано сильнее, Мадары или же Индры, и это действительно сложный выбор. Но все же я посчитал Сусано Индры хоть немного, но сильнее, хотя многие, я думаю, со мной точно не согласятся. Так как Индра являлся сыном Хагоромо, ему даже не потребовалось пробудить вечный Мангёкью, чтобы использовать завершенную форму Сусано, ведь у него и так были огромные запасы чакры, да и его глаза не слепли. Его Сусано было очень мощным, но, к сожалению, его сила не была полностью раскрыта. На 3-м месте Сусано Какаши, которая имеет светло-голубой цвет. Он показал сразу же его завершенную форму, что еще раз подчеркивает его гениальность. Его Сусано, как и сам Какаши, имеет разрез на левом глазе, и это мне очень сильно нравится. Сусано Какаши имеет способность летать, а также оно может использовать невероятно мощную технику Камуи, из-за которой его Сусано находится так высоко. Он может переместить все, к чему прикоснется Камуи Сюрикена в измерение Камуи. Возможно, и само его Сусано имеет способность проходить сквозь предметы, но этого, к сожалению, нам не показали. Также стоит отметить, что с чакрой Рикудо его Мангёки позволял ему длительное время использовать Сусано. На 2-м месте Сусано Учиха Саски, которая имеет фиолетовый цвет. Его основным оружием является лук, образованный на запястье левой руки. Стрелы создаются из сферы в той же левой руке и выстреливаются на очень большой скорости. Также Саски может использовать черное пламя в сочетании со своими стрелами, что делает их еще опаснее. После поглощения чакры всех 9 биджу, Сусано Саски приобретает более гуманоидную форму, в которой тот может использовать свою сильнейшую технику, а именно стрелу Индры. И именно из-за этой формы я поставил его Сусано аж на 2-е место. И сильнейшая Сусано, конечно же, мудреца 6 путей, которая имела такой же светло-голубой цвет, как и у Какаши. Его Сусано имела 2 локона волос по обе стороны лица и 1 рог, который торчит из подбородка и напоминает бородку самого Хагорому. Так как у него было невероятно огромное количество чакры, он мог использовать Сусано очень длительное время, и логично, что на его здоровье это никак не влияло. Хотя у него не было даже вечного Мангёки Шарингана. Сусано Хагоромо примерно одного размера с 10-хвостым, и оно с легкостью отражало его атаку. К сожалению, Сусано Хагоромо также полностью не было раскрыто, и много чего о нем не скажешь, но все же, безупречно, это сильнейшее Сусано, которое и было показано. Вот таким я вижу данный топ, а если ты не согласен со мной, то напиши, пожалуйста, в комментариях свой и обоснуй его. А на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме
И на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ван Кайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.